Всем доброй ночи. Мне кажется, нет на земле женщины, которая когда-то безумно не любила. Это такой период конфетно-букетный, когда в животе порхают бабочки, и женщина не видит, не замечает опасности и идет прямо на огонь, как мотылек. Но в этом мире каждый живет так, как заслужил, как хочет, как желает. Каждый по-своему строит свою жизнь, и мы можем советовать, но навязывать свою, скажем так, свой образ жизни, да, и свое понимание жизни мы не вправе. Я много раз говорила, что я не возвращаю мужиков, я не восстанавливаю связи, которые должны уже давным-давно уступить место новым связям. Но при желании могу подарить вам ритуалы, которые вы можете сами делать. То есть как можно более безопасные работы для вас. Для призыва страсти, для того, чтобы вы привлекли к себе внимание, чтобы он позвонил, написал. Очень многие написали, что у них получилось, они рады, благодарили. Я рада за вас. Как бы там ни было, это магия, дорогие друзья. А магия – это и приворот, это и, скажем так, более жестокие методы воздействия. Это и месть, это и добродетель, это все. Истинная магия, она такая, без прикрас. Ничего там веселого нет, но результат, шокирует порой. Я хочу вам сказать, что привороты и вообще прочие вот эти работы любовные, да, умеет делать не каждый. Даже самые опытные ведьмы, у них может это не получиться или очень долго идти, или они не с охотой это вообще за это берутся. Я всегда говорила, что ведьмы без особой, знаете, без особого удовольствия могут взяться за такое, и то очень редко. Я последние годы вообще не берусь уже. Раньше бралась, получалось, все нормально, но столько это нервов уносило, и эти все страдалицы сутками. Ой, не так посмотрел, не так позвонил, не то. Не люблю я размазню, я люблю выдержанных, сильных людей. А вот с ними каждый раз, ой, я сейчас хочу с балкона прыгнуть, я сейчас вот вены хочу вскрыть, я сейчас хочу утонуть в ванной. Я понимаю, что она ни черта не сделает, потому что человек, который хочет это сделать, не орет на весь мир, вот сейчас вот прыгнула, идет и прыгает молча. Но утешение этих дур и так далее, действительно нервотрепка, честно. Но многие сайты пестрят как раз вот этими. Приворожу, отворожу, там соперницу отведу, без греха приворожу. Это вообще смешно и весело. Без греха грохну. Без греха разобью ему семью, без греха убью соперницу. Приходите, не стесняйтесь. Знаете почему? Потому что это всего лишь рекламный ход. Ничего они не умеют и не знают и не могут. Поверьте мне. Можете обращаться ради интереса. Они ничего не сделают. Вот даже 10% из того, что я знаю о любовной магии, эти предлагающие любовную магию даже близко не знают. У меня была женщина, которой зарекомендовали ходить по каким-то храмам, ставить матронушки, ставить этому... Все, уже забыла. В общем, влюбленным парам свечи за то, чтобы он жену бросил и пришел к ней. Ну, абсурд вообще, конечно, смешно. Просить у любовных пар разбивание чьей-то семьи. И что вы думаете? Я говорю, вы знаете, я вам сейчас покажу, что такое магия. Поехали. Мы в час ночи на кладбище. Я сделала там зазыв, оставила. Правда, она очень испугалась, были там некие звуки жуткие. Было лето, поэтому, знаете, лето – это шумный такой период, как бы сверчки, там птицы, да. Это зимой такое зловещая тишина. Летом как-то так не ощущаешь вот эту всю
вот этот весь страх кладбища. Раньше снимала, потом перестала снимать, фотографировать кладбище, когда кое-что случилось, и я поняла, что им уже не хочется вот это все. Наверное, я усилилась, и они уже не хотели показывать вот то, что выходило на камеру. Так вот, и через 3 дня он пришел к ней поговорить и объяснить. Она всего лишь хотела с ним объясниться, чтобы он явился. А он не являлся. Он там полгода какую-то куклу ей дали, надо капать кровь, эту куклу, значит, тыкать иголкой, думать о нем. Ну, в общем, занимают, делай то, делай это, куклу тыкай, там то сделай, пока не устанешь, одним словом, и не махнешь рукой. Так что основное количество этих сайтовских колдуняк, которые предлагают вам приворот и прочее, они просто нацелены на одиноких женщин. А в России мужчин 20 раз меньше, чем женщин. Но не забывайте, войны, Афган, Чечня, первые, там, Великая Отечественная и так далее. И вот сейчас из-за каждого алкаша идет целое сражение, прям эпопея. Война и мир отдыхает. И, естественно, все бабы бегут то привораживать, то приворот снимать, то еще что-нибудь там. Хочу вам еще раз сказать, дорогие друзья, с помощью магии можно приворожить мужчину, с помощью магии можно перетянуть к себе, с помощью магии можно его очаровать, можно как-то обратить на себя внимание, но с помощью магии любовь создать невозможно. К вам придет пустой футляр абсолютно. Значит, что случается во время приворотов? Привязывается к твоей энергии его энергия. Он без тебя жить не может. Он тебя не любит, он чувствует. Многие мужчины говорят, я ненавижу ее, но ноги ведут к ней. Так вот, он не любит тебя. Я об этом говорила, посмотрите мой ролик «Любовные ритуалы Ютуба». Там все подробно сказано. Не любит, но хочет тебя. Без тебя не может жить, приходит к тебе. Он понимает, что ты не тот человек, но без тебя тоже не может жить. И как только ты привораживаешь мужчину, то есть создаешь искусственную любовь, внутрь него подселяется некто, кто ведет его к тебе. Это и есть приворот. Потащить на веревке это порча. Вот. И вот внутри него вот это нечто начинает его жрать. У человека закрываются деньги, он начинает скандалить с домочадцами, ненавидеть жену, ему кажется, что от жены неприятно пахнет и прочее. В общем, он не хочет с ней спать, ему она противна, мерзкая, и он бежит к тебе. Какая бы ты ни была там, не знаю, жуткая баба, ты будешь казаться ему красавицей. Следующий этап приворота. Он становится жестокий, ревнивый, начинает лезть, проверять твои СМС, начинает твою сумку проверять, каждый взгляд, топором будет за тобой бегать. Начинает пить. Такое чаще всего бывает. То есть он тебя не отпускает, вся любовь твоя прошла, теперь он безумно без тебя жить не может, ревнует, с ума сходит. Многие бабы, когда рассказывают, ой, да, я хочу, вот чтобы он ревновал, вот это. Я говорю, он не просто будет ревновать, он будет бить тебя смертным боем, как собаку, пинать ногами. Очень многие привороженные мужчины в итоге убивали своих женщин, хочу вам сказать. Потом, когда она умирала, этот весь приворот слетал, и они, как знаете, после сна просыпались и понимали, что они все потеряли, и теперь еще и в тюрьме сидят. Потом, наказание основное за приворот, как правило, это бездетность или больные дети. Но чаще всего, очень редко. Некоторые, если попросит прощения и признается, что приворожила его, значит, все будет хорошо, да хрень собачья. Кроме того, приворот нужно все время подделывать, то есть разжигать этот костер. Если через некоторое время это ослабнет, он просто отвернется и уйдет. Очень спокойно. И самое интересное, что когда вы привораживаете мужчину, вы уже его не любите, и он вас не любит, но он сходит по тебе с ума, он без тебя не может, он тебя ревнует, он, я не знаю, он до безумия просто, он цепляется в тебя, а ты не можешь от него отцепиться. И очень редко кто может приворот снять. Так что это учтите. А вот то, что я вам даю, это не есть приворот. Это есть изначальная стадия привязки. То есть вот ты начитал, он обратил на тебя внимание.
Он к тебе пришел. Ты хотела с ним встретиться, чтобы выяснить, есть чувство или нет. Вот он пришел, ты это ощутила. Любовь создать невозможно. Никогда не верьте в вот эту чушь. Мы там усиливаем, что там. Это создание искусственной любви. И умеют делать приворот. Вообще в магии заниматься могут. Из вот этих 10-20 тысяч супермагуек, да, если один человек настоящий найдется, вам повезло. Все остальное вот русским словом можно назвать херня на постном масле. Полный ход херня. Потому что они понятия не имеют, как это делать. Ну, там почитали где-нибудь: «Богородица, помоги мне приворожить этого мужика». Ну, что-нибудь такое вот почитают. Но чтобы сказать, что они профессионально это умеют, нет. Так вот, зачем платить вам деньги тем, кто знать не знает, что будет делать просто так, если вы сами хотите попробовать понять, любит этот человек вас, к тебе что-нибудь испытывает или нет. Пожалуйста, вот это сделайте, если оно хотя бы немножко подействует, значит, у человека есть чувство. Значит, можно дальше без магии обойтись, можно без магии развивать эти чувства. Много тупых баб мне пишут: «Ой, мы встречались, он мне так нравится, можно я хочу его приворожить». Я говорю: зачем? Если он тебе нравится, ты ему нравишься, дай пускай судьба вас сведет. Зачем ты хочешь все испоганить? Зачем ты хочешь его из хорошего парня превратить в такое зверье мое? А потому что дуры. Прежде чем пойти такое делать, надо читать, хотя бы понять, что такое приворот. Вообще сам по себе приворот. Вот эти дебилки, они думают, что приворотом приводит счастье. Ну, естественно, те, которые якобы этим занимаются, будут вам по ушам ездить. Это хорошо, как одна дура говорит тоже, всесоюзная колдуняка. Энергия женщины становится липкой, она становится вкусной для мужчины. Но мы же не живем в этом на острове Тумба-Юмба среди людоедов, чтобы быть вкусными. Омерзительно даже. Аппетитные становятся, мерзко. Как будто ты куры гриль. Аппетитная ты стала для мужика. Тьфу, мерзость. Итак, если вы чувствуете, что человек вас любит или к вам не безразличен, но у него не хватает мужества вам это признаться, убрать эти преграды, усилить его настолько, потому что если у мужчины появляется страсть, и он эту страсть хочет удовлетворить, он перевернет горы. Вспомните Генриха VIII, когда он хотел просто добраться до постели Анны Болейн, он всю страну обернул в протестанство, он все разрушил, все к чертовой матери. Он просто, знаете, как ураган шел по головам и казнил, и убирал, лишь бы достичь своей цели. Вот до такой степени, если у мужчины страсть, он все преграды уберет. Там ни мама не встанет перед ним, ни бывшая жена ничего не сможет сделать, никто. Так вот, разжечь эту страсть. Возможно? Возможно. Это очень сильная работа, хочу вам сказать. И она на основе очень древней традиции. На основе. Не то же самое, а на основе. Потому что есть традиция магии, которую вы знать не знаете. Итак. Начнем. Вам нужно будет 3 свечи восковые. Можно черные, можно обычные. 3 монеты разного типа, разного номинала. Вот 2, 1 и 5. Нет, тоже 2. Ладно. Надо разного. Я думала, пятачок взяла. Нет. Все. Начали. Читать надо 3 раза. Если фотографии его есть, положите, вот так вот почитайте, отлично. Если нет, то без фотографии, представляя его лицо. Вы хотя бы знаете, да, кого привораживаете? Ну уж не Киркорова, я надеюсь. Тогда у вас фотография должна быть или вещь. Чем больше предметов посредников, то есть тех предметов, которые у человека, тем лучше получается. Понимаете, связь существует энергетическая. Начнем. Выйду я на перекресток дорог. Посреди перекрестка черная палата.
черные дьяволицы. В той палате есть 3 черных комнаты. В каждой комнате стоит печь. Первая печь медная, вторая печь железная, третья печь кирпичная. Разожглись 3 печи, распалились до небес, от неба до земли. Разжигайтесь, небо и земля, и вся подселенная. И огонь тот ярый, и огонь тот испепеляющий, дотла сжигающий. Как тот огонь ярый горит и жжет, так бы разжигало его сердце ко мне. Силы тех дьявольских печей я разжигаю твое сердце, твою кровь, твои мысли ко мне. Горел бы ты душой и мыслями, покуда меня не достигнешь. Ударь мое слово ему по сердцу, пуще булатного меча до острого ножа. Острее рысьего когтя до орлиного клюва. Истинно заклято, заклято, заклято. Читайте 3 раза. Дайте этим свечам погаснуть, то есть догореть. Эти огарки берете, можете в эту ночь, можете на следующий день. Относите в течение одной сутки, да, нужно это делать. Относите эти 3 огарки свечей. Берете 1 огарок и одну монету. Положите под одно дерево, говорите: откупаюсь от железной печи. Второе. Огарок и, значит, монета, говорите: откупаюсь от медной печи. И третье. Откупаюсь от кирпичной печи. По разным, под разные деревья. Оставили, отвернулись, не глядя, и уходите. Через короткое время он объявится. Если нужно будет повторить, это можно часто делать, можно хоть каждый день, только не сведите этого человека с ума, потому что такие игры нехорошо заканчиваются. Хотите узнать, хотите встретиться, хотите выяснить, поставить точку, успокоить душу, сделайте. Не надо платить деньги всяким аферюгам и в итоге без трусов остаться. Еще и понять, что они ни хрена не могли. Пожалуйста, вот берите, я вам дарю бесплатно тем женщинам, которые будут тратить свое все имущество на воздух просто. Всем удачи.